Определенно что-то не так. Именно призрак этого старика звонил в квартиру на домофон. А вот сейчас сигнал уже сильный. Итак, активность есть. Оно отвечало «да». Говорило, что оно тот старик. Кто там? Привет, друзья! Сегодня меня позвали в необычную квартиру. У этой квартиры очень интересная история. Много лет назад в этой квартире жил дедушка. Он часто ворчал, со всеми ругался, в общем, был нелюдим. У него был очень странный характер, да и в принципе сам этот старик был очень странный. В какой-то степени соседи даже боялись его. Были такие случаи, что он мог всю ночь простоять на лестничной клетке, смотря в стену. Только представьте, вы приходите с работы, идете по подъезду, и стоит старик и смотрит в стену. Утром просыпаетесь, идете на работу, а он до сих пор стоит на этом же месте. Он часто разговаривал сам с собой, а в его фразах слышали имена демонов. Но все изменилось в 2019 году. В 2019 году этот дедушка пропал, испарился. Никто не знал, где он. Никто не знал ни где он, ни что с ним случилось. После родственники в этой квартире нашли много разных оккультных книг, в которых были какие-то заклинания и пентаграммы. К сожалению, сейчас этого всего нету. Они все это выкинули, потому что боялись. Но самое интересное, то, что говорят соседи. Точнее, соседка, которая живет за стенкой. Собственно, эта соседка мне и рассказала эту историю. А после я уже связался с родственниками этого дедушки, и мы договорились на съемку. Так вот, соседка говорит, что примерно через год после того, как пропал этот дедушка, в квартире начало происходить нечто паранормальное. Она говорит, что часто слышит разные стуки с этой квартиры. Особенно часто по ночам звонит вот этот домофон. Здесь стены очень тонкие, и хорошо слышно, что происходит в соседних квартирах. Не менее часто отсюда она слышит голоса, словно кто-то молится, что-то похожее на это. Но родственники относятся к этому скептически. Я решил проверить эту квартиру, есть ли тут на самом деле что-то паранормальное. И если есть, возможно, я узнаю, куда пропал хозяин этой квартиры. Итак, друзья, что-то присутствует в квартире. Вы слышите этот сигнал магнитного измерителя? Появились магнитные волны. И на камере я сейчас заметил сразу же силуэт, словно, может, мне показалось.
Ничего не видно. И я слышу слабый сигнал. Получается, призрак либо находится далеко от прибора, либо он еще очень слаб. А вот сейчас сигнал уже сильный. Сейчас пойду выключу прибор, чтобы не мешал следить за квартирой. Он мне мешает слушать. Очень большие показания. Показания больше 100. Такое чувство, что сейчас призрак прошел. Сейчас шел призрак, шел, не замечая меня. Это нечто. Кто это? Я вас слушаю. Кто это? Я вас слушаю. Кто это? В трубке раздаются какие-то потрескивания, но не слышно каких-либо голосов.
Очень странно. В трубке только потрескивание, и никто ничего не говорит. Кто это? Я вас слушаю. Кто это? Вы меня слышите? Итак, друзья, сейчас я выйду на улицу. Мне нужно обязательно узнать, что надо мной никто не шутит. У меня машина находится напротив входной двери, откуда обычно звонят в домофон. Я установлю камеру в машине, и если еще раз домофон сработает, я схожу в машину и посмотрю, подходил ли кто-нибудь в этот момент к входной двери или нет. Сейчас на приборе. Все спокойно. К сожалению, пока камера у меня снимает уличную дверь, у меня только доступен один монитор. Я сейчас слышу его. Оно здесь, но, по-моему, в тепловизор его не видно. Что-то где-то упало, но я не понимаю где. Либо в зале, либо в той комнате.
Снова домофон. Кто там? Кто там? По-моему, сейчас какое-то дыхание. Страшное тяжелое дыхание. Вы меня слышите? Кто вы? Нет, друзья, видно очень плохо, конечно, но могу точно с уверенностью сказать, что пока там была камера, к домофону никто не подходил. То есть на этот аппарат каким-то образом воздействует призрак. То есть, возможно, как я понимаю, он пытается таким методом выйти на контакт. Никого не видно. Не совсем понимаю, откуда были скрипы. Либо с той комнаты, либо отсюда. Может быть, это всюду вместе. На тепловизор не видно ничего. Возможно, у призрака какая-то комнатная температура. У меня есть одна идея. Итак, друзья, я зажег свечу. Вот она тут горит. Свеча нужна для того, что на фоне чего-то теплого, что-то холодное будет видно гораздо лучше. То есть призраки, как принято считать, они холодные, и больше шансов его заснять.
был какой-то хрип. Я сейчас очень четко отсюда слышал дыхание. Это было очень жутко. Здесь есть большое зеркало. Может, как-то что-то с ним связано. Просто деревяшка снизу. Это фарфоровая свинья. Просто фарфоровая свинья, которая начала двигаться. Это первый предмет, который начал двигаться в этом доме сам по себе. Может быть, с этой свинкой что-то связано. Просто игрушка. Поставлю ее на место.
Сейчас было словно какое-то слово. Я не разобрал. Друзья, я долго пытался расшифровать это слово. Я слышу здесь то ли убью, то ли убил. Я думаю, этот голос либо угрожал мне, либо рассказывал, что его кто-то убил. Кто вы? Вы хотите поговорить со мной? Снова это слово повторялось несколько раз. Как я понимаю, призрак хотел выйти со мной на контакт, но ему это сделать было очень тяжело. Были какие-то слова, теперь снова просто дыхание. Кто вы? В этот момент я думал, что в трубке раздаются просто какие-то буквы, но оказалось все не так. Это были буквы А и Л, а старика, который жил в этой квартире, звали Артем Леонидович. А.Л. Именно призрак этого старика звонил в квартиру на домофон. Конечно, полтергейсты и демоны — это очень страшно, но почему-то именно от этого меня бросает в дрожь и пробирает до мозга костей. Я бы сказал, что это даже не так страшно, как очень жутко. Это словно просто какие-то буквы. Пропал сигнал. Смотрите. Это точно какой-то знак, потому что она снова шевелится. Я думаю, это не просто так. Возможно, она хочет сказать, что может поговорить со мной при помощи доски Уиджи. Я решил не мешать духу, чтобы он смог написать то, что он хочет. На доску Уиджи я направил камеры, которые передают изображение на планшеты, и оставил там рацию, вторую. Вопросы будут задавать отсюда. Дух, который ходит по этому дому. Ты можешь написать мне что-нибудь при помощи этой доски, которая оставлена в комнате? Слышите сигнал?
дух пришел. Есть. Было движение. Маленькое движение. Я вижу маленькие движения. Не переходит ни на какие буквы. Он словно пытается, но у него то ли не хватает сил, возможно, там нужны мои руки, чтобы я держал этот челнок. Снова домофон. Сейчас была фраза. Друзья, уже давно ничего не происходит. Сейчас время к утру, и мне уже нужно поспать. А следующей ночью, это получается ночью уже, я снова продолжу это расследование. Друзья, всем спасибо, кто подписан на меня на Boosty. Вы оказываете неоценимую поддержку моему каналу. Это помогает мне дальше двигаться и держать канал на плаву. Кстати, новое видео, продолжение этого видео уже доступно на Boosty. Вы его можете посмотреть. Кто еще не подписан на мой Boosty, подписывайтесь. Там всегда видео выходит раньше. Всем пока.